Отзывы врачей о позитивных и негативных последствиях сыроедения. Друзья, всем привет! С вами Иван Кузьминов. На данный момент сыроед со стажем более 6 лет. Все мы знаем, что сыроедение сейчас стало довольно популярным среди голливудских диет. Почему? Как я считаю, это лучше всяких операций, подтяжек или липоксаций. Вы худеете, заряжаетесь энергией, позитивом, при этом кушаете сколько хотите. Звезды, видимо, эту фишку уже давно уловили, просто делиться с нами не хотят. И сейчас я хочу вам рассказать, что конкретно врачи думают о сыроедении. Что может ожидать человека, который слишком резко перешел на это питание или слишком сильно себя ограничил с точки зрения медицины. Для тех, кто смотрит меня впервые и не слышал ранее, сыроедение – это употребление продуктов растительного происхождения в сыром виде. Нельзя, чтобы они были обработаны термически, никаких запеканий, варки, а уж тем более, боже упаси, жарки на различных ядовитых маслах-канцерогенах. Только на какао-масле приветствуется. Кстати, в Африке все готовят именно на нем. Посмотрите, какая у них низкая доля тучных людей. В общем, кушаем все только в сыром или сушеном виде. Вы спрашиваете, что же разрешается есть при такой системе? Да все, ребята, все. Фрукты и овощи, орехи и семечки, бобовые, зерновые, морские водоросли и, конечно же, ягоды. Существуют также отдельные виды сыроедения, например, веганство. Веганы не едят мед, не носят кожу, и у них определенное мировоззрение свое. Я мед иногда кушаю, считаю это полезным продуктом, это природный антибиотик. Но каждый уже смотрит по-своему. От себя хочу сказать, что сыроедение – это лучший способ очистить и оздоровить свой организм. Итак, положительные моменты с точки зрения современной медицины. Первое. Большая часть термически необработанной еды действительно сохраняет в себе все витамины и микроэлементы. Таким образом, вы получите от этой еды все желаемое – здоровье и живую энергию. Второе. Полное избегание промышленной еды и полуфабрикатов точно идет на пользу. Ведь организм не получает никакой химии, вроде усилителей вкуса или консервантов. Вы прекращаете травить себя, получать лишние калории, а порой даже опасные токсины, которые периодически встречаются в фастфудах, быстрой еде. И это определенно продлевает годы счастливой и прекрасной жизни для вас. Третье. Обилие клетчатки в сырой пище очищает кровь и кишечник и выводит токсины. Происходит полное очищение организма от разного рода мусора, который накапливается в вас годами. Четвертое. В сырой растительной пище есть все то многое, что нужно организму. К примеру, мясной белок легко заменяется бобовыми, а кальций, например, можно получить из кунжута или капусты, или брокколи. Также опытный доктор Михаил Советов, который является уже 7 лет сыроедом, отмечает, цитирую: «Хорошего здоровья добиться возможно и без стопроцентного перехода на сыроедение. Для этого достаточно оздоровить свой рацион. Нужно только исключить из своего рациона токсичные продукты – фастфуд, конфеты, полуфабрикаты, мясо, яйца, майонез, чипсы и прочие вредности. Таким образом, вы получите то же самое хорошее здоровье с меньшими затратами. Я сторонник сыроедения, но я не сторонник быстрого перехода на такой экстремальный вид питания». Лично я с ним согласен. В предыдущем видео я как раз рассказывал, что нужно сначала влиться в эту тему, прочитать много литературы и пересмотреть разные ролики, пообщаться с людьми, все для себя взвесить и принять решение. Потому что быстрый переход может повлечь за собой не только большие проблемы со здоровьем, но и дать такой стресс организму, а иногда даже и психике. У некоторых переход на другое питание занимает полгода, у некоторых, например, у меня, 1 день всего. Вчера я еще пил водку и ел шашлыки, завтра я уже от всего этого отказался 1 днем. В общем, смотрите по себе. Многое зависит от индивидуальных факторов человека.
Но теперь поговорим о негативных моментах сыроедения, которые также отмечают врачи. Первое. Маргарита Слимакова отмечает, что исследования, которые базировались на изучении влияния на человеческий организм продуктов разного вида обработки, показали, что некоторые продукты, например, брокколи и чеснок, наиболее полезны в сыром виде. Однако фасоль и помидоры свои полезные вещества наибольшим образом раскрывают после термической готовки. Но я скажу, что согласен с фасолью. Некоторые виды фасоли вообще опасно есть сырыми. Они содержат токсины, которые при варке разрушаются. Это точно. Но помидоры вот я люблю есть сырыми. Раз и все. Но Маргарита продолжает. Действительно, при жарке, варке и тушении значительная часть витаминов разрушается. Но некоторые полезные вещества после термообработки, наоборот, усваиваются лучше. Ну, тут я, в принципе, тоже могу согласиться с доктором. Однако, можно же регулярно делать анализ крови раз в полгода, например. Также некоторые могут переходить на полноценное сыроедение сезонно, когда в продаже есть родные, так сказать, овощи и фрукты, например, с мая по октябрь, да, у нас идет сезон. В этот период, в принципе, не хочется тяжелой пищи. Есть арбузы, дыни, яблоки, огурцы, помидоры, зелень. Этого всего предостаточно, и в принципе этого хватает, чтобы оздоровиться вот в этот сезон. Второе. Сыроедение дарит прилив сил, легкости и приподнятое настроение. К сожалению, такое состояние временно, говорит врач. В дальнейшем с усугублением дефицита важнейших веществ оно исчезнет. Проявляющиеся частые побочные явления, прекращение менструации, раздражительность, до доступов агрессии, ощущение холода даже в теплое время года, истощение, учащение аллергических реакций и нарушение работы щитовидной железы. Это вот доктор говорит. Но к этому бы лично я добавил, что нам, сыроедам, просто очень важно следить за своим организмом, за тем, в чем он нуждается, прислушиваться к нему, а не приходить к крайностям. Несмотря на реальные проблемы со здоровьем, если они вдруг у нас начнутся. Но лично у меня подобных симптомов не было, они отсутствуют. Вот примерно месяц назад я сдавал анализы, все в норме, всего у меня хватает. Врач, кстати, очень сильно удивился, можете вот посмотреть мое видео об этом, было очень интересно. А тем не менее Маргарита продолжает. Сыроеды – это первопроходцы к идеальному питанию, испытывающие все на себе, исследователи новых возможностей человеческого тела. Поэтому исследователь может временно прекратить свои поиски секретного рецепта долголетия и здоровья и вернуться к ним позже, когда придет в нормальное насыщенное состояние. Третье. Врачи утверждают, что сыроедение полезно в качестве кратковременной диеты для похудения. Но более 2-3 недель им увлекаться не нужно, иначе минусы перекроют все плюсы, навредив организму. Также нужно помнить, что оно противопоказано детям, пожилым и людям с заболеваниями ЖКТ. Если после начала сыроедения ваше здоровье сильно подорвалось, начались большие проблемы с внутренними органами, хотя бы временно остановитесь, вы еще сможете, вероятнее всего, вернуться на этот путь. Ну, насчет детей, пожилых людей с разными заболеваниями, аллергиями, я, конечно, ничего не скажу. Думаю, здесь врач вполне прав. Как вы знаете, врачи правы, мы с ними спорить не будем. В зоне риска люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, страдающие панкреатитом, заболеваниями поджелудочной железы, язвой, колитом. Но опять же, мое мнение такое, если у вас язва или гастрит, а также диарея, запор, геморрой, частая простуда, артроз или простатит, ну как вас может вылечить батон с майонезом, шпроты, яичница и макароны по-флотски, когда вы все это еще пивом запиваете? В общем, ладно, с врачами мы спорить не будем. Я высказываю лично свое мнение, а врач продолжает, тем не менее. Главное подходить к такому питанию с умом, не пренебрегать витаминами, следить за потреблением своего организма, не сдаваться, и тогда все получится, тогда все минусы не перекроют плюсы.
Но опять же не понимаю, чем могут синтетические витамины быть лучше природной пищи и свежих овощей. Переход на сыроедение – личное дело каждого человека, и мы не знаем, будет ли у него какие-то проблемы со здоровьем или наоборот, это все приведет к долголетию и отсутствию проблем. Если сильно волнуетесь, попробуйте не переходить на сыроедение полностью, а взять на заметку его некоторые принципы и совмещать с привычным питанием. В общем, такое пожелание от врача я вам зачитал. И четвертое. Вот такая недавно статья вышла. Исследование экспертов Германского института питания человека, в ходе которого проверяли показатели крови у любителей полакомиться сырой пищей, не хватало витаминов Е, D и B12. Причем причина была вовсе не в нехватке полезных веществ, а в том, что они плохо усваивались. Но, друзья, лично я вам скажу, что после 6 лет сыроедения я ничего не потерял в составе витаминов в своей крови. Опять же, посмотрите видео про анализы. Все, друзья, наверное, на этом все. Это были отзывы врачей о позитивных и негативных последствиях сыроедения, а также мои комментарии по этой теме. С вами был я, Иван Кузьминов. До новых встреч, прекрасного здоровья и всем пока.